Всем доброго раннего утра, друзья мои. Вот несколько дней никак не получалось снять эту работу. Очень хотела вам подарить. Очень быстрая, сильная, эффективная работа для открытия денежной силы. Так и назову. Открыть ключом деньги. Как ни комично звучит, но открывается. Почему я дарила и буду дарить вам работы, связанные с привлечением денег? Потому что наш мир материален. Угадайте, кого там не хватает еще на алтаре. Наверное, первый раз при вас воспроизведу некоторые изменения фортуны. Наш мир материален. Мы едим физическую еду. Мы платим деньги за обучение, за лечение, за платную дорогу, за все. Мы отдаем свою энергию, получаем деньги и деньгами расплачиваемся за все. Товарно-денежные отношения, материальный мир. Поэтому люди, которые говорят о том, что главное это духовные ценности, либо лукавят, либо родились в богатой семье, ни в чем не нуждались, поэтому особо и не осознают, что духовные ценности в карман не положишь и не съешь. Еще раз вам скажу, что человек, который не знает, чем кормить детей завтра, у него нет каких-то великих желаний сходить в театр, посетить музеи, правда? Чтобы было настроение, что-то еще помимо выживания делать. Должна быть хоть какая-то материальная база. Итак, иногда бывает, что как-то вроде должно вокруг да около ходит, и никак не получается получить свои деньги. Должны купить дом, никак не решаются. Должны отдать долг, уже хотят и как-то не получается. Должны заплатить за вашу работу, никак не получается и так далее. Много таких случаев. Люди не особо хотят расставаться с деньгами, даже если эти деньги кому-то должны. Увы. И что делать? Во-первых, немного освежим в памяти ключ. Для чего ключ в магии? Помимо всего того, что я вам объясняла, немного добавлю, да? Символ доступа, защиты, перевоплощения, трансформации. Перевоплощение не в том смысле, что умер, перевоплотился, это ерунда. Перевоплощение внутри себя, то есть изменения, да, какие-то интеллектуальные и прочие. Открытие, закрытие. Ключом открывают деньги, возможности, двери к возможностям, ключом запирают дом, свою жизнь, запирают болезнь, запирают несчастье, ключом, замком, старым замком кованым, обычным купленным, разные есть работы, огромное количество. И это самое сильное, один из самых сильных направлений, одно из самых сильных направлений магии – ключ. Ключ используется во многих направлениях. Вуду, деревенское колдовство, равнинная магия. Это русская магия, так называется. А что еще? Худу, эти новые направления. В принципе, всюду есть с ключами.
Когда женщина долго не может разродиться, то приносят и при ней открывают замки с ключом. То есть закрывают сначала заранее, начитывают, потом открывают, чтобы она смогла легко родить. И это помогает на самом деле. Ключи иногда зарывали в могилу. Закрывали ключи в могилу, например, болезнь заговаривали, закрывали болезнь на ключ. И ключ зарывали в могилу, где никто не знал. Старая могила, может, новая, неважно. Там разные есть эти варианты. Но зарывали в могилу, чтобы болезнь ушла в могилу навсегда, и чтобы никто не открыл и не вернул эту болезнь обратно. Ключи папы Легба. Есть это в Вуду заговор. Среди христианских заговоров, то есть это тоже магия, конечно. Ну, как бы под христианство подогнанное. Например, Павел, апостол Павел был ключник. Считалось, что он держит ключ от дверей рая. И решает, кто туда пойдет, кто нет. И к нему обращались как к ключнику. Князь тьмы держал ключ в руках от знаний тайных. Богиня Геката держит ключ. Символ тайных знаний, который дано открывать не всем. Перемены, возможности. То есть в потустороннем мире, в тонком плане, ключами открываются эти возможности, смотря какой посыл. Или закрываются определенные там болезни и прочее. Если подкинули ключ человеку, начитав и закрыв его возможности, то пока это не снимет ведьма, например, сильная причем, это может не уйти. На ключи наговорили, но в этом случае недостаточно, чтобы человек начитал на этот ключ где-то, например, на вашу фотографию, это ерунда. А вот если начитал и подкинул вам, да, будет плохо. Закроются ваши возможности. Надолго. Может, на некоторое время, смотря насколько это заклинание сильно. А может, на всю жизнь, смотря кто это накладывал. И зачем это делается? Да по разным причинам. Иногда ведьмы, например, закрывали брак на замок. Вот этот вот замок на этих мостах во время замужества, это очень плохая идея. Есть поверье, что пока замок там висит, брак будет крепкий. А если кто-нибудь разобьет? Может быть, ничего не случится, если там не было особой силы и особой энергии, когда они об этом говорили и клялись. А если и было, есть люди с очень сильной энергией, что скажут, то и сбудется. Там плюнут на колеса, вот человек попадет в аварию. Понимаете, есть такие люди. А если она, выходя замуж, поклялась, что пока этот ключ не откроется, их брак будет существовать, дальше что? А если кто-нибудь специально намеренно вот стоял, смотрел, пошел, открыл. Вот был влюблен в тебя, следил за твоей свадьбой, и после вас пошел, отпилил этот ключ ночью. Что вы будете делать? И вот сбылись эти слова, и вы поссорились и развелись. Поэтому это глупые вещи. На виду при всех вот это вот закрывать, делать. Люди становятся жертвой своей, знаете, своего тщеславия и вот общепринятых норм, чтобы не отставать ни от кого, и в итоге оказываются в очень нехорошем положении, потому что не подумали о том, что они делают. Ключом соединяли, ключом разъединяли, ключом и замком. Замок могли на одном берегу выкинуть, ключ на другом берегу. Вот как эти два берега никогда не соединятся, так чтобы Вася и Маша никогда не соединились. И все. И очень большая вероятность, что, может быть, никто и не снимет. Это очень сильная вещь. Или ключом закрыла женщина, кинула замок в одну реку, ключ в другую реку. И вот когда кто-то найдет тот самый ключ
и с этой реки вытащит замок и откроет, вот только тогда мы и расстанемся. И много таких работ, и они очень сильно и очень быстро получаются. Поэтому с ключом будьте осторожнее, но и как бы и работать с ключом очень эффективно. Отливки на ключ тоже очень быстро открывают дороги. Это вам дано. Но учтите, есть работы, которые делают на очень долго, иногда навсегда. Есть работы, которые надо время от времени повторить. Но смотря как повторить. Например, если там замок, ключ, там повернулись, закрыли, болезнь, да, предположим, и вот ключ выкинули, а замок где-то лежит дома. Нельзя замок открывать, по новой закрывать. Нет, его можно зарыть, где-нибудь закрыть, а желательно где-нибудь вообще спрятать в таком месте, замуровать, чтобы никто никогда не видел. И по новой провести, например, как процедуру, наверняка еще раз закрыть там то, что осталось от болезни. А вот в таких работах можно использовать символический красивый ключ. Можно настоящий ключ взять дома, если у вас есть. Только знайте, что замок от того ключа вы не можете уже использовать. И те ключи, которые там есть в этом... Все уже забыла. Связки ключей, да. Их тоже не можете уже использовать, потому что оттуда взято, и вы пользуетесь. Не поняла, куда я нажал. Непонятно, что-то я куда-то. Ладно. Снимает и хорошо. Итак. Берете ключ в правую руку. Вот так вот. Держите. Ну, если маленький ключ, ну, маленький. Сначала читаете заговор. В конце делаете вот такое вот движение, как бы открываете деньги. Разложите деньги, любые купюры. Вот именно те, которые вы хотите чаще получать, например. Если все хотите, значит, разложите деньги, доллары, евро, мелочи и прочее. Просто разложите на алтаре. На столе, если у вас алтаря нет, и вот на столе, на кухне никого нету, взяли и сделали. Разложили все. Значит, вот так вот кладете ключ, неважно как. Начитали, в конце поворачиваете, вот так вот, открываете. Потом снова начитали, в конце вот так поворачиваете, открываете свои возможности. Этот ключ вы можете использовать только для этого ритуала. Открывать свои возможности. Если у вас кованых ключей несколько, один для отливки, можно и другой для отливки, например. Ну, несколько разных. Там есть у меня тоже несколько разных. Есть любимый ключ, в котором сразу срабатывает, потому что там, видимо, эта энергия поселилась, и она сразу работает. Есть, которые немножко трудновато, хотя они более удобные. Вот так кладешь, и там какая-то такая, в общем, шапочка такая сверху так держит. И удобнее. Удобнее, но работает не так хорошо, как вот тот ключ. Есть ключ для удачи, есть еще для... Отдельно приобретайте. Там не очень много, может 3-4 ключа, зато у каждого ключа своя энергия и используется именно для этой работы. Денежный ключ для отливки не подходит. Можете сделать отливку, после этого денежным ключом он не будет. Он должен уже только для отливки. Понимаете, о чем я? Итак, я сейчас не буду держать, ну, в общем, вам покажу. Вот так вот кладете. Сейчас, секунду. Читайте заговор. В конце вот при словах там открываю. Значит, крутите этот ключ. Итак, читаем. Изменяюсь не 6 раз, а 7 раз. Как 7 духов богатства, 7 раз. За 7 гор и 7 рек стоит золотая скала. В той скале пещера, в той пещере деньги. Всякие. И свои, и заморские, и большие, и малые. Золотые, серебряные, да медные. Двери той пещеры закрыты. Кто те двери откроет, тот те деньги заберет. Богатство то от людей скрыто. Вековым замком закрыто. И вот так вот. Моим ключом будет открыто. Ключом двери открываю, деньги себе забираю.
7 духов богатства замку приказали. Ключом моим замок открылся, двери древние открываю, деньги себе забираю. Усталость сказывается. Еще раз. За 7 гор и 7 рек стоит золотая скала. В той скале пещера, в той пещере деньги всякие, и новые, и свои, и заморские, и большие, и малые, золотые, серебряные, да медные. Двери той пещеры закрыты. Кто те двери откроет, тот те деньги и заберет. Ключом все. Богатство то от людей скрыто. Вековым замком закрыто. Моим ключом будет открыто. Ключом двери открываю, деньги себе забираю. Так, кладете. 7 духов богатства замку приказали. Ключом моим замок открылся, двери древние открываю, деньги себе забираю. Еще раз. За 7 гор и 7 рек стоит золотая скала. В той скале пещера, в той пещере деньги всякие. И свои, и заморские, и большие, и малые, золотые, серебряные, да медные. Двери той пещеры закрыты. Кто те двери откроет, тот те деньги и заберет. Богатство то от людей скрыто. Вековым замком закрыто. Моим ключом будет открыто. Ключом двери открываю, деньги себе забираю. 7 духов богатства замку приказали. Ключом моим замок открылся, двери древние открываю, деньги себе забираю. Вот 7 раз прочитали. Вот так вот делая движение и кладете опять на деньги. Заряжаете этой энергией. И в конце, значит, 7 раз читайте остальную часть заговора. Я 7 раз не буду читать, по 3 раза прочитать достаточно. Клад заветный, золотыми червонными рублями, серебряными монетами, денежными сундуками. Скала развернись, камень расступись, сокрытое открывается и в руки мои дается. Открывайся. Еще раз берете вот так вот. Открывайся, открывайся, открывайся. Свершилось заклято во 100-кратно. Клад заветный, золотыми червонными рублями, серебряными монетами, денежными сундуками, скала разверзнись, камень расступись, сокрытые открывайся и в руки мои дайся. Открывайся, открывайся, открывайся. Свершилось заклято во 100-кратно. Клад заветный, золотыми червонными рублями, серебряными монетами, денежными сундуками, скала разверзнись, камень расступись, сокрытый открывайся и в руки мои дайся. Открывайся, открывайся, открывайся. Свершилось заклято во 100-кратно. Значит, первую часть 7 раз. Там, где нужно, открываю, крутите, потом кладете опять замок. 7 раз прочитали вот таким образом. И вторую часть. Там практически уже в конце заговор открывайся, открывайся, открывайся. Крутите 3 раза. Кладете обратно ключ. После всего этого этот ключ положите вместе с деньгами. Он должен быть там, где ваши деньги, где ваши украшения. Вот он там должен был лежать всегда. Чтобы он открывал двери к вашим деньгам. Но еще раз повторюсь, что денежная сила, она капризная, она требует постоянного вливания туда. Все время нужно начитывать, просить. Вот этот заговор, например, если у вас большая конкуренция, много зависти, вы там продаете что-то, и у вас хорошая жизнь и прочее, прочее, вот это, например, оно может вам навредить очень, ну, то есть вот эта вот зависть, да, людская, может вам навредить и остановить надолго. Поэтому, когда вы это сделаете, если это сильная зависть, то сработает на неделе 2. Надо будет снова повторить. Если у вас не так много злопыхателей, вроде бы раз в году бывает такой момент, когда как-то закрывается все, как будто вот хотели позвонить люди, должны были приехать, все нормально, потом раз и решили, что
ой, мы потом приедем, то значит, если не так часто, то делайте тоже не так часто. Но как бы при желании можно хоть каждый день это делать. Просто разложите деньги, берете ключ, читайте, это же несложно. Вот так вот поворачиваете, читайте. Можете при желании усиливать свою денежную силу, читая каждый день, не знаю, целый год. А через год пересчитайте свои деньги и обалдейте от того, в какие миллионы вы заработали, потому что дверь была открыта, и все время оттуда шли деньги к вам. Особенно сейчас, когда все время поднимают и поднимают налоги, вам нужен большой доход, чтобы осилить все это, заплатить, все это закрыть и выжить. Но не надо сильно паниковать. Во время войн всегда поднимают налоги. Это закономерно. Это так было всегда. Как только утихнет, в течение 3 лет постепенно начнут снимать и убирать. Опять сойдет, ну, пускай там не на 6, может, на 8, на 7 уберут. Сейчас просто нужны большие налоги. А как же? За все это платим мы. За детей, за интернат, за рожденных детей, материнский капитал, погибшим семьям помощь государства. Это все платит налогоплательщик, мы. Поэтому, естественно, что у нас будут брать и брать. Да. Хорошо, что не все берут, и на том спасибо. Так что дерзайте, работайте и получайте результат. Всем удачи!